Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Сегодня я связала вот такие вот тапочки. Хочу вам показать, как эта моделька вяжется. Самая простая модель тунисским вязанием. Вперед мысок состоит из клинышков у нее. Вот подошивка, все полностью связано тунисским вязанием. Вяжется легко, быстро и просто. Ну, я так думаю. Значит, связала я их крючком, вязала номер 3. В этот раз взяла крючок номер 3. Если связать крючком номер 2,5, то размер немножечко уменьшится. Верхнюю часть, отделку тапочка, я провязала крючком номер 5, 1,50 миллиметров, маленьким крючком провязала. Так, тапочки на 37-38 размер я сказала. Значит, что мы сделаем, чтобы увеличить или уменьшить размер? Вот эту вот часть до мыска на 1-2 ряда или уменьшаем, или добавляем вот эту вот часть. Мысок оставим таким же. Ну и если хотите поглубже тапочек, я набирала 23 петли, вы можете набрать 24 петли. Если 23 петли вам будет сильно глубокий тапок, наберите тогда 21-22. В общем, ну вот, судя по манекену, я примеряла его, сидит нормально. Но, опять же, плотность вязания у всех разная, поэтому, опять же, примерять. По ходу вязания я полностью тапочек, все детальки, пока вязала, замеряла в сантиметрах, чтобы было понятно и легче было ориентироваться. Так, нарисовала вот схему такую, снежинки. В любом порядке можете их располагать, даже если вы где-то ошиблись, не там поставили точку, ничего страшного. Даже две стороны можно по-разному расположить эти снежинки. Поэтому я осветила, показала самые основные моменты. Подробно, попетельно весь тапочек не вязала. Посчитала, что узор тоже очень простой. Значит, узор, как всегда, я вставлю у себя на канале в сообществе фотографию, и в Одноклассниках на своей странице под фотографией в комментариях будет. Так, ниточки, какими я ниточками вязала, стопроцентный акрил у меня. У меня был моток синих 100 грамм, вот столько осталось. До 40 размера мотка 100 грамм вполне достаточно будет. Это турецкий акрил, стопроцентный, в 100 граммах 240 метров. Так, схему показала, за нитки сказала. Ну вот вроде бы и все. Такие вот веселенькие тапочки. Ну что, давайте свяжем, начнем. Набираем цепочку из 23 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Наберем 23 петельки. 7, 8, 9, 10, 11, 12. И первые два ряда провяжем синим цветом. Набрали цепочку. Теперь в каждое звено вводим крючок, вытягиваем петельку. Это будет у нас первый ряд. С каждой петельки набираем по одной. Так идем до конца ряда. Набираем петли. И последнюю петельку. Вот ввели крючок, захватили, вытащили, набрали петли. Теперь захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. По 2 петельки идем в начало ряда. Первый ряд закончим и точно так же провяжем второй ряд. Провязали 2 ряда. На крючке у меня 23 петли. Сейчас будем вязать вот эту вот правую сторону до мысочка. Вот до вот этой вот белой полосы. Я провяжу 31 ряд. Значит, я 2 белых ниточки буду подключать, чтобы не делать больших протяжек.
Ну, можно и одной ниточкой вязать, протяжки через каждые 3 петельки делать. Значит, первые 7 петель провяжем синим цветом. Первый ряд узора. 5, 6, 7. Одна петелька белым. И все оставшиеся до конца ряда вяжем синим цветом. Идем до конца ряда, все синим цветом. Пришли в конец ряда, последние 2 петельки. Сейчас покажу. Потом, если у меня будет оставаться много петель, я каждый раз конец ряда показывать не буду, чтобы не терять время. Последнюю петельку ввожу крючок под 2 дужки, под крайних 2 дужки, вытягиваю, захватываю ниточку и под 2 петельки возвращаюсь обратно. Синий цвет над синим, белый цвет над белым. Идем в начало ряда. По 2 петельки возвращаемся обратно. Второй ряд узора. Первые 5 петель синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна белым. Одна синим. Одна белым. Одна синим. Одна белым. Три петли синим цветом. Одна белым. Четыре петли синим. 1, 2, 3, 4. Одна белым. И оставшиеся петли до конца ряда, это будет 4 петельки синим цветом. 1, 2, 3. И последнюю под 2 дужки. Под 2 дужки. Захватила, вытащила. Возвращаемся в начало ряда. По 2 петельки. Второй ряд заканчиваем. Третий ряд узора. Первая на спице. Мы вот в конце. Сейчас. Последнюю петельку, когда провязали, вот она у нас на спице остается. Теперь первая на спице. Первую провяжу вторую петельку белым цветом. А где есть пустое место, туда и бросаю по одной точке белой. Снег так падает у меня. Дальше 4 синим. 1, 2, 3, 4. 3 белым. 1, 2, 3. 3 белым. Дальше до последней белой точки, не доходя одну петельку, вяжем все синим цветом. 8 петель должно быть. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна белым. Одна синим. Одна белым. И оставшиеся 3 петли синим цветом до конца. Раз, два и последняя. Захватываем и возвращаемся в начало ряда. Четвертый ряд узора. Раз, два, три, четыре. Четвертый ряд узора. Первые 4 петли синим цветом. Три белым. Раз, два, три. Одна синим. 3 белым. Далее 7 петель вяжем синим цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Одна белым. Оставшиеся петли до конца ряда синим цветом. Довязываем до конца ряда, возвращаемся в начало ряда. Это был у нас какой? Раз, два, три, четыре. Четвертый ряд. Пока довязываю, забываю. Я сейчас с вами вместе провяжу эту снежинку до конца. Дальше будем вязать по схеме. Эти снежинки можете ставить в любом порядке. Маленькие, большие, как вам захочется. Даже я, как уже говорила, даже если вдруг вы ошиблись, не 5, а 6 провязали петель, ничего страшного. Они вот как летят, так летят. Главное, чтобы одна на другую не налазила. Так, возвращаемся в начало ряда. Синий над синий, белый над белым. У меня с голосом проблема еще, поэтому видео закрываю часто. Пятый ряд узора. Пятый ряд. Первые 6 петель провяжем синим цветом. Три, 4, 5, 6. 3 петельки с белым. И оставшиеся петли до конца ряда синим цветом вяжем. Дойдем до конца ряда, вернемся в начало ряда. Так ровно-ровно по узору будем вязать правую половинку тапочки. Все вяжем синим, возвращаемся. Шестой ряд узора. Первые 5 петель провяжем синим цветом. Раз, два, 3, 4, 5. Одна белым. Повторяем низ. Вот как мы вязали внизу, точно так же теперь после 3 петель повторяем нижнюю часть. Одна белым, одна синим, одна белым, одна синим, одна белым. Дальше 5 петелек синим цветом.
Перебрасываем ниточку. 4, 5. 1 белым. Запуталась нитка у меня. Так, 5 синим. 1 белым. 4 синим. 1, 2, 3, 4. 1 снежинку такую маленькую белым цветом точку провяжем еще. И 2 петельки у нас осталось, провяжем их синим цветом. Все, последнюю под 2 дужки возвращаемся в начало ряда. Вот такое у нас начало. Идем обратно. 7 ряд узора. 2 первых петельки с синим цветом провяжем. 1 белым, 2 синим, 1 белым, 4 синим, 1 белым, оставшиеся петли до конца ряда вяжем синим цветом все. Все, первую снежинку закончили. Вот она у нас. Все довязываем синим цветом. И не забывайте после каждого ряда ниточки вот эти вот задние разравнивать. Я сейчас так завязалась, что еле распутала их потом. Просто забыла после каждого ряда. Ну, пока видео снимала, не обратила внимания. Потом тяжело будет, запутаются. Максимум через 2 ряда и нитки разравниваем. Так, все вяжем до конца синим. 8 ряд узора. Первые 11 петель провяжем синим цветом. 4, 5, 6, 7. Вот эти вот ниточки, поднимаем их, перекручиваем, чтобы они сильно внизу у нас, не забывайте про них, не оставались. 7, 8, 9, 10, 11. 1 петля белым. 5 синим, 5 петель синим цветом. 4, 5. Начинаю вывязывать точно такую же новую снежинку, только в этом уголку 1. Что-то я совсем затурчанилась, а здесь русский язык забываю. 1 петелька белым, это первое вот начало снежинки, первая петелька у нас будет. И оставшиеся до конца ряда 5 петель провяжу синим цветом. 1, 2, 3. Ой, куда-то я залезла. 4. Последнюю под 2 дужки. Захватила, вытащила, захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Захватила белую теперь, перекрестила их, синюю, и пошла в начало ряда. Иду. Так, ну, думаю, понятно, как это вяжем. Значит, довязываем, идем в начало ряда. И дальше что мы делаем? Дальше вяжем все под спину. Так, теперь, где мы остановились? Вот, начало новой снежинки. Вот здесь остановились. Дальше довяжем
Я провяжу 31 ряд, как я уже говорила. Если у вас размер меньше или больше, то, соответственно, 30 рядов или 33 ряда, если размер больше, 39-40, например. Я когда довяжу до белой полосы, я так сейчас переверну, чтобы было понятно, до отсюда довяжу, я эту часть всю замерю в сантиметрах. Сейчас в готовом виде замерять не хочу, когда провяжу, замеряю. И потом начну вязать клинья. Значит, сейчас вяжем длину тапочки. Я провяжу 31 ряд. Дойдем до конца, я к вам вернусь. Еще раз я вот так вот. Я провязала 31 ряд. Сейчас я это дело замеряю. Сейчас еще белым провяжем. 12,5 почти в сантиметрах. Так, что я сделаю дальше? Теперь провяжу один ряд весь белым цветом. Полностью до конца провяжу все белым. И вернусь с начала ряда. Со следующего ряда начнем вязать первый клин мыска. Всего у меня будет 6 клиньев. Все до конца вяжем белым цветом, возвращаемся в начало ряда. Следующий ряд это будет начало клина. Буду делать убавки в конце ряда. Буду вязать весь ряд, не довязывая 2 петельки. Буду возвращаться обратно. Все петли в этом ряду буду вязать синим цветом. Все вяжем до конца синим, не довязываем 2 петельки. Все вяжем синим. Дошли до конца. Осталось 2 петельки. Мы их не провязываем, оставляем. Захватываю ниточку. И по 2 петельки возвращаюсь обратно в начало ряда. Так, вот эти вот ниточки поднимаем. По 2 идем в начало ряда. Второй ряд. Первые 3 петли синим цветом. Одна белым. 5 синим, 5 петель синим цветом. 5. Одна белым. Опять 5 петель синим цветом. Пять. Одна белым. 3 петли синим. Две петельки у нас остается синим цветом. Оставляем их. Возвращаемся обратно. Так будем вязать каждый ряд, не довязывая 2 петли. Будем возвращаться обратно, пока на спице не останется 7 петель. Все клинья будут одинаковые, друг друга будут повторять. Поэтому провяжу первый начало второго клинышка, а дальше точно так же провяжем сами все остальные. Так, вернулись обратно. Следующий ряд провяжем весь синим цветом. Следующий вяжем весь синим, довяжем до конца, оставим 2 петельки и вернемся обратно. Все петельки синим цветом.
Так, что у нас здесь? Вот остается 2 петельки, 1, 2. Возвращаемся обратно. Вот лестничка такая образовывается. Возвращаемся обратно по 2. Идем в начало ряда. Следующий ряд. 1, 2, 3. Это будет 4-й ряд. Первая на спице. Одну провяжу белым цветом. 4 синим. Одна белым. Уж тут протянуть. Одна белым. 5 синим. 5 петель синим цветом дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Одна белым. 2 синим. 1, 2. Все, 2 петельки у нас осталось. Возвращаемся обратно. Следующий ряд провяжем весь синим цветом. Оставим опять 2 петельки. Вернемся обратно. Пятый ряд вяжем весь синим цветом. Не довязываем 2 петельки, возвращаемся обратно. Так, вот последнюю белую провязываем. 2 петельки оставили. Захватили и по 2 возвращаюсь. Так, следующий это будет у нас 1, 2, 3, 4, 6-й ряд. 6-й ряд, первые 3 синим цветом. 1 белым. 4 синим. 1, 2, 3, 4. 1 белым. 2 синим. 1, 2. Все. Осталось 2 петельки. Возвращаемся обратно. Идем в начало ряда. Следующий ряд провяжем весь синим цветом. 3, 4. Это какой ряд? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-й ряд. 9 петель должно быть. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Остается 2 петельки. Возвращаемся обратно. И последний ряд нашего клинышка, клина, 7 петель последних, провязываем их. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осталось 2 петельки. Возвращаемся обратно.
7 петель провязываем. Так, последнюю петельку провяжу белым. Все, на этом первый клин закончен. Что сейчас будем делать? Все вот эти вот петельки, которые мы сокращали, убавляли, все их соберем на крючок белым цветом. За одну дужку буду поднимать, все собираем. Значит, вяжем первая на спице, 23 петли, считаем, чтобы нигде ничего не пропустить. 2, 3, 4, 5, 6. Вот за верхнюю только беру. 7, 8, 9. Подтягиваем здесь, чтобы дырок не было. 10, 11, 12, 13, 14. Понятно, да? По одной так собираем их все на спицу, на крючок на наш. До самой последней петельки. Соберем и вернемся в начало ряда. И последняя петелька, я ее под 2 дужки вот так вот вытащила. Захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Собрали все, идем в начало ряда. Закончили мы первый клинышек вязать. Начнем сейчас вязать второй клинышек. Он будет точно такой же повтор первого. Значит, первый ряд весь вяжем синим цветом, не довязывая 2 петельки, возвращаемся обратно. Идем до конца, все петельки синим цветом. Вяжем. Пришли в конец ряда. Первых 2 петельки оставляем и возвращаемся обратно. Захватываем ниточку по 2 петельки, точно так же, как мы вязали первый клин, точно так же все вяжем здесь. Второй ряд, смотрим на первый клин и будем точно так же провязывать все вот эти вот точки и убавляем по 2 петельки. В каждом ряду не довязываем 2 петельки, возвращаемся обратно. Так провяжем 6 клиньев. Все, каждый клин, так как я первый провязала, каждый последующий клин будет повторять первый. Идем в начало ряда. Второй ряд. Смотрим вниз, повторяем. Первые 3 петли синим цветом. Значит, провязываем первые 3 синим цветом. Что у нас дальше идет? Одна белая. Вот она, прямо над ней будет. Одна белая. Специально так подбирала, чтобы было несложно, особенно начинающим. Поставила эти полосочки, тоже легче ориентироваться будет по ним. 3 синих, 1 белая. Что у нас дальше? 5 синих. Раз, 2, 3, 4, 5. Дальше что идет? 1 белая. Одна белая. Опять 5 синих у нас. 3, 4, 5. Опять 1 белая. На дне 1 белая идет. Дальше вяжем, не довязываем
2 петельки, возвращаемся обратно, провязали 3 синих, оставили 2 петельки, 2 белых в первом ряду, 2 синих, по 2 петельки возвращаемся обратно. Второй ряд провяжем весь синим цветом, оставим 2 петельки, в каждом ряду оставляем по 2 петли. Идем в начало ряда. Третий ряд. Что у нас здесь? Весь ряд синим. Все вяжем одним цветом синим. Так, завязываем 2, возвращаемся обратно. Все синим. Так, здесь внимательно. 1, 2. Вот последние 2 петельки. 1, 2, 3. 3 зубчика оставили. Все, возвращаемся опять обратно. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Возвращаемся обратно и точно так же провяжем следующие ряды. Смотрим на нижний клин и по 2 петли не довязывая довяжем, пока у нас на спице, на крючке не останется 7 петель. У нас на спице осталось 7 петель на крючке. По 2 мы сократили. Последние 7 петель провязываем их, возвращаемся обратно. Теперь будем набирать петли. Все сокращенные петли собираем. Все провязываем, набираем на спицу. 23 петельки поднимаем. 1, 2. Сначала первые 7 петель. 4, 5, 6. Не потеряйте нигде петельку. 7. И теперь вот каждые 2 петельки, как вязали первый клинышек, точно так же здесь за каждую дужку поднимаем. Наберем все петельки, вернемся в начало ряда. Следующий ряд опять вяжем синим цветом, не довязывая 2 петельки, возвращаемся обратно, точно так же, как мы вязали первый клин. Набираем все. И последние 2. Последнюю по 2 дужки я захватываю. Захватываем ниточку и по 2 петельки, как вязали наш тапочек весь, возвращаемся в начало ряда. Так, второй клин готов. Идем, вяжем третий клин, точно так же, как первый. Что у нас здесь было? Первый ряд синим. Со второго ряда начну ставить вот эти вот белые точечки. Переходим на синюю нитку.
Провязываем весь ряд синим цветом, не довязываем 2 петельки, возвращаемся обратно. И так все последующие ряды, пока у нас на спице не останется 7 петель. Осталось 7 петель, собираем их все на спицу, поднимаем белым цветом. И опять продолжаем все в том же духе. Синим начинаем, по 2 петельки оставляем. Так провяжем 6 клиньев. Понятно, я так думаю. Вот смотрите, вот раз, два, три. Как раз у нас вот это вот посередочке будет полоса посередине. И здесь 3 клина слева, 3 клина справа. Довяжем до белой полосы, провяжем 6 клинышков. Я к вам вернусь. Провязали 6 клинышков. 3, 4, 5, 6. Последние 7 петель. И точно так же, как мы делали все предыдущие клинья, последний ряд соберем белой нитью и закончим 6 клин. Один ряд провяжем белым и потом один ряд провяжем синим, уже без убавок. И дальше будем вязать все ровно, опять же узором, таким, как мы вязали с этой стороны, только в зеркальном отражении. Значит, что сейчас делаем? Последние 7 петель возвращаемся обратно. Белой нитью набираем опять 7 петель на спицу, 23 петли на спицу набираем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Точно так же заканчиваем этот клин полностью. Больше никаких убавок, прибавок мы делать не будем. Собираем все петельки до конца и обратно возвращаемся в начало ряда белым цветом. Следующий ряд полностью провяжем синим цветом. Понятно, да? Вяжем. Значит, все, закончили мы наш мысок вязать. Провязали ряд белым, ряд синим. Теперь смотрим на эту сторону и вяжем правую сторону. Можно схему перевернуть и по схеме вязать, кому удобно. Я, например, вяжу, глядя на эту сторону, сразу считаю петельки. Вот смотрите, вот следующий ряд. Вот от начала считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Провязали 9 петель синим. Следующее, что у нас там идет? Глянули. 1 петелька белым. Точно так же, 1 белым. Ну, легче, наверное, положить перед собой схему, рисовать. Ой, смотреть на нее. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 петель синим. Поэтому то же самое я повторять не буду. Это очень все просто. Начало показала, мысок показала. Тапочки очень простые. Вроде бы ничего не рассказывала. Час времени заняло. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Провяжем 7. 4, 5, 6, 7. И вот дошли до первой снежинки. 1 клеточка снежинка. Дальше 5. Сколько у нас заканчивается? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 синих заканчивается. 1 белую снежинку провязываем. И остальные синим цветом. И получится, что вот все у нас симметрично. Снежинка напротив снежинки. Вот. Смотрим на эту сторону и вяжем эту. Сейчас опять меня закидают тапками, потому что я победительно не назвала. Но это одно и то же, долго, муторно, ни к чему. Схема есть. Первую половинку связали. Начало показала, мысок показала. Думаю, что все основное, все понятно. Так, все, возвращаемся обратно. Точно так же второй ряд. Смотрим на левую сторону. Нитка запуталась. Смотрим на левую и вяжем эту половинку. Провяжем все, сколько у кого было. У меня было
О боже, сколько у меня было? 31 ряд без белой полосы. Вместе с белой полосой у меня было 32 ряда. Провяжу до последнего ряда, закрою петли, к вам вернусь, начнем вязать подошву. Закончили вязать вторую половинку тапочка, закрываем петли. Завела крючок под одну петельку и по 2 закрываю. Сильно не затягиваем. Захватила и протянула. Захватила ниточку и протянула через петельку. Так, закроем петли до конца, обрежем нить и перейдем к подошве. Закрываем петли. Закрыли петли. Что еще хотела померить? Ширину половинки тапочка. 8 сантиметров она у меня получилась. Высоту я уже мерила, ширину. Вот до конца. Вот если от начала и до конца получается 20 в спокойном состоянии. Так, теперь переходим к подошве. Вот у нас средняя полосочка проходит. От нее я буду подошву вязать на 11 петлях. Отсчитаю сюда 5 петель, одна посерединке, сюда 5 петель. Всего у меня будет 11 петель на подошве. На 11 петлях буду вязать подошву. Раз, два, три, четыре, 5. Набираю петли на подошву под 2 дужками. Хвостик сразу запутаю. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так, раз, два, три. Здесь у нас что осталось? Раз, два. Значит, сейчас еще одну петельку провожу спицу, вытягиваю и сразу закрою. Возвращаюсь обратно в начало ряда. По 2 петельки идем обратно. Подтянем ниточку. Теперь вот под 2 дужки. Вытянули ниточку. Вот эту петельку провязывать не буду. Вот она, первая петелька у нас идет. Вяжем 11 петель до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6. Пришли в конец ряда. Раз, два, три, 4, 5. 11 петелька под 2 дужки. Провязываю ее. Следующую с боковой стороны под 2 дужки захватываю. И сразу протяну через последнюю провязанную петлю. Захватываю обратно ниточку и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Идем в начало ряда. Возвращаемся обратно. Пришли в начало ряда, подтянули ниточку.
Теперь под 2 дужки ввожу крючок, захватываем ниточку, вытягиваем ее. Подтянули. И провязываем все петельки до последней петли, идем до конца ряда. Последнюю петельку провязываю под 2 дужки, захватываю, вытащили. Следующую с боковой стороны под 2 дужки захватываю, протягиваю ниточку через последнюю провязанную петлю. Здесь начало ряда немножечко туго идет. Опять захватываю нить и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Последнюю петельку подтянули, под 2 дужки захватила, вытянула ее на лицевую сторону, подтянули. Следующая петелька. Все петли вяжем до конца ряда. Последнюю петельку провязываем. С боковой стороны вытягиваю петлю и соединяю ее, протягиваю через последнюю провязанную петлю. Периодически петли на спице просчитываем, чтобы нигде не потерять петельку. Так, последняя у меня под 2 дужки. Захватили еще одну, соединили, опять захватываю и по 2 возвращаюсь в начало ряда. Так, вытянули. Следим за тем, чтобы у нас вот совпадали вот эти вот полосочки белые. Последнюю провяжем здесь, соединим, и значит последнюю соединим здесь, чтобы не было перекоса. Если вдруг случился перекос, не хватило или лишняя петелька где-то образовалась, надо пересмотреть, пересчитать. Ну, бывает иногда, что вот по боковой части провязалась как-то одна лишняя петля. Бывает такое. Тогда ее просто сократить. Так, эту провязали. Вот последняя у меня. Здесь белая осталась последняя. И здесь белая. Так, соединяю. Все, по 2 петельки, возвращаюсь обратно. Так, соединим все петли с боковой части с подошвой. Довяжем до конца. Перейдем на пятку. Пятку буду вязать точно так же, как подошву. На 11 петлях в самом верху задника я потом по 2 петельки сокращу. Но там я к вам вернусь. Так, еще раз. Еще раз. Так вот. Протянули. Всё. Захватываем. Вяжем.
Так, последняя. Раз, два. Многие за одну дужку только берут. Я за 2 дужки подхватываю, чтобы покрепче было. Так, белую только что провязали. Следующая у нас идет новый клинышек. Первая петелька. Все, возвращаемся в начало ряда. Вяжем дальше. Вот у нас вырисовывается мысок уже вот такой вот. Вот такая вот подошва образовывается. Довяжем до конца, перейдем на пятку, встретимся. Закончили вязать подошву. Вот, ой, вот такое дело у нас получилось. Теперь сейчас перейдем на боковую сторону и будем соединять, вязать пятку. Вот такой тапочек впереди. Все хорошо. Там, хорошо. Вяжем пятку. Точно так же вяжем, как мы вязали подошву. Провязали все 11 петель у меня. Теперь под 2 дужки опять точно так же под боковые петельки ввожу спицу, захватываю и протягиваю. Как вязала подошву, так соединяю и довязываю задник наш. Возвращаемся обратно. Подтянули. Так, и здесь вот первая дужка у нас. Под 2. Вытащили, подтянули. Все. Вяжем так подошву. Дойдем до конца. Я сокращу в 2 рядах по 1 петельке. Если вам будет вот эта вот ширина, проем вот этот вот для ноги сильно широко, то можно тогда все петли сократить через 1 ряд и сойти на нет, чтобы верхняя часть оставалась меньше петель. Но я буду делать туго обвязку, обвяжу я крючком тапочки. Ну ничего, нормально, они спадают. Так, последняя петелька опять. Так же само все. Захватили и соединяем. Все. Возвращаемся обратно. Еще раз подтянули. Так, где у нас тут вторая? Вот второй ряд. Все, продолжаем. Вяжем пяту, закрываем петли, соединяем все. Вяжем. Заканчиваем вязать пятку. У меня осталось провязать несколько рядочков здесь. Я сокращу пару петель в начале ряда. 2 петельки провяжу вместе. И также сделаю в конце. Следующий ряд провяжу без сокращений. Потом еще 1 раз сокращу, 2 петельки провяжу вместе. Две вместе провязала в конце.
Возвращаемся обратно. Следующий ряд без сокращений. И еще один раз сокращу и закрою петли, довяжу пятку до конца. Так, с сокращением понятно. Довязываем, закрываем петли. Закрыла петли на пятки. Теперь весь тапочек по кругу я обвяжу крючком. Покажу, как я его обвязывала. Я в крючке не сильно большой специалист, поэтому вот кто по-другому может обвязывать, можно рачьим шагом, можно просто 2 раза пройти столбиками без накидов. В общем, кто на что гораст. Значит, что сейчас сделаю? Здесь закрыли. Белую ниточку привяжу. Синюю, пока буду вязать, ее спрячу. Весь тапочек плотненько обвяжу крючком. Первый ряд пройду крючком. Тут ниточку буду подтягивать. Так вот плотненько, плотненько в каждую, по 2 дужки, в каждую дырочку. Вот в каждую ввожу. Пройду один ряд, а потом еще вот такими ежиками, не знаю даже как их назвать, уголочками обвяжу. Так, обвязываем тапочек. А еще что я хотела? Еще хотела его замерить. В общем, сейчас обвяжем столбиками без накида весь верх. Что я хотела? Сейчас я его замеряю. Значит так, сначала замеряю подошву. Вот, меряем от самого края, что у нас получилось по подошве. По подошве получилось 22 сантиметра, даже с половиной, 22 сантиметра. Учитывая то, что задник высокий, он еще полсантиметра зайдет на подошву. Точно так же полсантиметра у нас зайдет с мысочка. Вот вам уже 23,5 сантиметра. Еще на растяжку добавили. Как раз на 37-38 спокойно проходит. И что еще? И ширину, пусть еще этот будет. Вот сама подошвка у меня 4 сантиметра. Так, ширину замерила, эту ширину, высоту замерила. Ну все, основные все детали замерила. Что сейчас делаем? Обвязываем крючком весь тапочек. Обвязала один раз столбиками без накидов. Теперь что я сделаю? Значит, с каждой петельки набираю 3 воздушных, цепочку из 3 петелек. Раз, два, три. Под самой первой петелькой провожу крючок. Вытащила ниточку и закрепила их вместе. Теперь через одну, раз, два, в третью завожу, одну петельку пропускаю в третью. Вытащила, еще раз закрепила. Опять набираю 3 петельки. Раз, два, три. Под первой. Как бы так, чтобы лучше было видно. Под первой завела, вытащила и закрепила их. Через одну иду дальше. Вытащила, закрепила еще раз. Раз, два, три. Через одну
Вытащила, закрепила. Раз, два, три. Опускаюсь вниз под первой петелькой, вытаскиваю, закрепляю. Опять набираю 3 петельки. Раз, два, три. Опускаюсь вниз под первой петелькой, провожу крючок. И протягиваю через 2, закрепила. Одну пропускаю, следующую. Подтянули. Раз, два, три. Одну пропустила, следующую захватила. Вот такие, но я их немножечко растянула. На видео вязала, вяжу туже намного. Раз, два, три. В общем, любым удобным для вас способом обвяжем тапочек. На этом закончим. На сегодня все. 7 легких петелек. Спасибо за просмотр, за комментарии. До новых встреч.